Добрый день, друзья! Я продолжаю рассказ о 4 орхидеях, приобретенных мною на выставке в конце апреля. Одну из них мы с вами пересадили, и она у нас цветет. Это Микки Голден Санд. Это бабочка Леопард. Она до сих пор находится в том же стаканчике, в котором я ее и покупала. Сога Релакс. Это была почти реанимашка и до сих пор находится в мху. И орхидея вот с таким названием. По-моему, это тоже желтая бабочка. Это была реанимашка, у которой корней не было вообще. Нарастила корни. Сейчас она просто стоит на доращивании. Но так как корешки, там 4 корня и хороших, а остались чешуйки от листиков, которые засохли. Его надо достать, пересадить в другой горшок. Там появилось много корешков, но вот эти чешуйки сухие, они мешают. Хочу сказать всем большое спасибо, кто написал мне, где можно приобрести горшки. В интернете или в каких-то других магазинах. Но я ждала именно, когда привезут горшки в магазин «Пророст». Для ростовчан поставлю здесь картиночку. Этот магазин находится на Тургеневской, 36. И объясню почему. Вот такой горшок 2-литровый в этом магазине стоит 96 рублей. А чуть меньше такого же размера стоит 54. Не такого же размера, а чуть меньше такой формы. Такой же формы стоит 54 рубля. Согласитесь, что для большого количества орхидей купить такие горшки получается в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем в обычных магазинах и в интернет-магазинах. Поэтому мне очень нравится покупать эти горшки именно в том магазине. Тем более, что там можно подойти к продавцу, попросить их привезти эти горшки с базы. Они всегда мне их оставят, привезут и сообщат, когда они их получили. Так что будем 2 орхидеи пересаживать в горшочки поменьше. И поменяем местами 2 вот этих орхидеи. Эту орхидею я пересажу в этот горшок Арте. Кстати, вот такой горшок Арте 0,6 у нас стоит, минимальная его цена 110 рублей. По сравнению с этим горшком, этот горшок побольше. Вот эти 2 орхидеи я пересажу вот в такие горшки. У них на этих горшках не написан литраж, поэтому я вам не могу сказать. Здесь просто написан размер 13 на 12,5. Это вот этот размер и вот этот. Давайте приступим к разбору и пересадкам. Пересадка простая, как всегда. Просто я засыплю керамзит. Но хочу вам показать корни, какие наросли в 2 моховых стаканах. Так, приступим. Это я достаю из керамзита для того, чтобы мне безболезненно снять эти чешуйки. Видите, корешки какие? Они растут, а чешуйки им мешают. Можно намазать водичкой, кисточкой, а можно сделать вот так. Пусть эта орхидея полежит здесь. Чешуйки размякнут, и мы безболезненно их снимем. А начнем смотреть корни вот этой орхидеи. Здесь есть проблема. Хороший корень внизу горшка.
И вот как поступить в этой ситуации? И горшок, ну резать такой горшок мы, конечно, не будем, но придется нам здесь вырезать вот эту решетку, для того, чтобы этот корень остался у нас живой. Попробую вырезать своим орхидейным секатором. Здесь тоненькая перегородочка, поэтому это сделать несложно. Улетела вовнутрь. И теперь мы безболезненно вынимаем этот корень. Когда я покупала его, это была такая полуреанимашка корней, и не видно было, и было их там мало. Давайте уберем этот мох и посмотрим, что же наросло за это время. Первый моховой стакан, а вот это второй, он более плотный. Я его не разбирала, не делала его более рыхлым. И вот в нем как раз есть один гнилой корень. А там, где я сделала мох рыхлым и пушистым, наросли молодые корешки. Ну вот что-то, вот это какой-то пропавший корень. Давайте все уберем и посмотрим. Речи нельзя. Ух ты, ну что ж таким голосом. Кто там нам мешает? У этой орхидеи немного намазана шея Максимом, поэтому за эти 2 месяца от шеи наросли корни. Вот один какой-то закуклился и вообще сгнил. Мы его сейчас уберем. Еще есть сухой кусочек корня. Ну, а в остальном вот этот еще убираю сейчас. Вот именно тот корень, который находился внутри вот этого плотного стакана, он тоже гнилой, тоже убираем. Так, еще один нашелся. Но в общей сложности наросли хорошие корешки. Мох я промою, уберу и потом покажу вам корни. Сразу разберу сейчас второй и третий, а потом все корни еще раз покажу. Оставим пока его. Так, это у нас Сога Релакс. Это Леопард. У Леопарда ничем вообще не обрабатывала. Ни Максимом, ни Привикуром, ничем. Хорошие наросли 2 листа. Корни сами по себе растут от шеи.
Ну что ж, и в горшке хорошие корни. Тоже давайте разберем. Я точно так же, видите, здесь мох тоже не спрессованный. Я чуть-чуть его разбирала, ослабляла натиск этого мха. А внизу какие корни чудесные. Сейчас посмотрим, что внутри. Потому что что в том, что в этом. У них всегда такие несколько раз обернуты плотно мхом. Убираем все. Вот он вторая плотная часть мха. И здесь все тоже неплохо. Хорошие корни. Есть один сухой. Я его обрезаю не до живого. И буду сейчас промывать. Так. Этот придется положить. Уже не поместятся корни в этот маленький стаканчик. И давайте сразу посмотрим, сможем ли мы снять сухие чешуйки. Это самая проблемная орхидея. Здесь не было корней никаких вообще. Разрезаем и в две стороны постараемся растянуть их. Так, чтобы не повредить эти молодые новые корни. Как всегда, эта тонкая работа требует большого внимания. Так, и еще два листика. В прошлый раз, когда я вам ее показывала, я говорила, что она внезапно засушила три листа, а корни там оказались абсолютно все гнилые. Там мох был черный, но за это время все равно она нарастила от основания хорошие корешки. Поэтому надежда на то, что она будет дальше жить, у нас очень большая. С последнего показа прошло не так много времени. Но у нее есть положительная динамика. Она начала растить маленький новый листик. Под последней чешуйкой там тоже есть корешок. И вот эти сухие чешуйки не дают рост корням.
Поэтому в любом случае нам бы пришлось ее тревожить, доставать из этого горшочка. Ну а раз уже достали, то почему бы сразу и не пересадить? Листики всегда растут, ну вот основание листика, они всегда растут в две стороны, а это серединка. И вот от этой серединки мы ищем, в какую сторону рос этот листик, для того, чтобы безболезненно снять, не задевая растущие корешки. Лучше лишний раз сделать один маленький надрез сухого листика. Так будет не так сложно с этим бороться. А вот здесь есть сложность. Есть один корешок, второй корешок. И нужно попасть пинцетиком между этих всех корней. Вот так. И у нас еще появились новые молодые корешки. Вот это сухое основание можно удалить. Оно абсолютно сухое. А эти два сейчас пойду промою под водой, чтобы освободить корни от всего мха. Не дали керамзитинку взять из горшка с орхидеями. Он обиделся и ушел к себе на место. Тебя обидели. Так. Зато кошки рядом ходят. Вот такой результат на орхидеях. Почти двухмесячного наращивания корней в том грунте или в том мху, в котором мы их и покупали. Результат хороший. Вот такой есть сухой корень. Но продолжение этого корня прекрасно растет. Здесь можно снять вот этот гнилой виламен и оставить этот корень. Я думаю, что орхидее он пригодится. И вот в таком состоянии мы посадим этот леопард в маленький горшочек, а эти две орхидейки в горшки побольше. Вот так. Почему этот горшок побольше? Потому что не помещаются корни в размер 1,6. Поэтому нужен горшочек чуть больше. Уж очень у него большой вырос. Все, засыпаю. У леопарда я сняла 2 фласочных листика, потому что при посадке они уходили глубоко в керамзит, а там они сразу сгниют. Поэтому сразу убираем, чтобы никаких гнилей не было. Если у орхидеи мало корней и она наклоняется в горшке, я беру кусочек пенопропилена. Смотрю по размеру, куда я его хочу подставить.
и поддерживаю листик, чтобы орхидея была ровненько в середине горшочка, росли корешки ровно. И когда у орхидеи появится большее количество корней, и она хорошо укрепится в горшке, я убираю эти подставочки. Иногда так делаю. Не часто, не все орхидеи с таким маленьким количеством корней сажаю. Вот такой небольшой пример, как можно удержать листики в прямом ровном состоянии. Но это не тогда, когда листики теряют тургор. Это именно удержать орхидею ровно в горшке. Вот такие 3 посадки и 1 цветущий. Как я буду поливать эти орхидеи? Как и все мои орхидеи. Просохли корни, я их поливаю. И после пересадки я начинаю удобрять орхидеи. Для меня очень важно поставить орхидею в то же положение и в то же место, где она находилась до сих пор, чтобы не поменять ей освещение. Вот когда это все соблюдено, орхидеи при пересадке продолжают прекрасно расти. Про цветение пока говорить даже не буду, потому что это маленькие орхидеи. В лучшем случае от таких орхидей можно дождаться цветения через год, а может быть и через 1,5. Не берем вот эту в пример, потому что, во-первых, она была с цветоносом, была с хорошими корнями, с хорошей корневой системой. Посмотрите, сколько у нее листиков, и она растет уже новой. То есть этой орхидеи можно было дать зацвести, а с этими пока нет. За 2 месяца, без каких-то сложностей, только с небольшим применением Максима, нарастили 2 реанимашкам корни, но 1 сама по себе хорошо росла, а 4-я, она была с цветоносом, прекрасно цветет, с чудным ароматом. Буду показывать вам дальше, что с ними происходит. Если кому интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!